Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня мы будем с вами вязать вот такую вот симпатичную шапочку. Вот я связала уже две в двух цветах. Светло-серая с белым и коричневая с белым. Смотрится очень красиво. Покупателям очень нравятся эти шапочки. Вот, поэтому я сегодня решила предложить вам тоже связать такую шапочку. Сделала подробный мастер-класс. Значит, шапочка от американского бренда Thom Browne. Она позиционируется как молодежная для молодых мужчин, да. Вот, ну, мне, в принципе, кажется, что можно, если брать соответствующий цвет, и девочкам эта шапочка тоже понравится. Можно немножко макушечку подлиннее сделать или оставить так вот, как есть. Вот, так что давайте мы будем с вами вязать, кому нравится, естественно, да. Я вам единственное могу сказать, что на эту шапочку у меня ушло 100 грамм. Про пряжу, про спицы, про все остальное я расскажу позже в мастер-классе, поэтому не буду вас особенно задерживать. Пожалуйста, кому нравится, перейдем к мастер-классу. Сегодня мы начнем с вами вязать вот такую шапочку. Нашла я ее в интернете. Постараюсь сделать как можно более похоже, но естественно, что это будет моя шапочка, да? Я буду вязать так, как я ее вижу. Значит, это шапка бренда Thom Browne. Это американская марка. Сейчас вам покажу фотографии. Я нашла их в двух цветах: темно-серая с белым и светло-серая с белым. Вот я связала такую вот светло-серую с белым и сделала немножко пошире полосочки. Но это как вы хотите. Вот сейчас мы будем с вами вязать. Мы сделаем как оригинал, да, сделав полосочки здесь потоньше. У них идет 3 петли и 5, нет, 3 и 7, а у меня 3 и 9. Поэтому сейчас мы будем вязать. Я сделала опять 3 и 7, как в оригинале. Итак, значит, вязать я буду с вами вместе из вот такой вот пряжи. У меня вот светло-коричневая пряжа. Значит, здесь идет в 50 граммах 210 метров. И буду вязать я в 2 ниточки. Значит, у меня будет в 100 граммах 210 метров. Это 75% шерсти и 25% полиамида. Спицы. Какие мне нужны спицы? Набирать петли я буду спицами 3 миллиметра. Вот у меня такие есть. А вязать основную шапочку будем на спицах 3,5 миллиметра. Вот я связала образец уже резинкой 1 на 1, чтобы рассчитать мою плотность вязания и рассчитать количество петель. Значит, вы тоже перед тем, как начнете вязать, вы свяжите образец и рассчитайте количество, то есть вашу плотность вязания. Значит, буду вязать я на размер 56 сантиметров. Эта шапка, я думаю, она такая более молодежная, да, вот для молодых мужчин, парней. Ну, я думаю, для девушки тоже смогут ее носить, если, ну, другой цвет сможет выбрать. Даже и такой цвет будет нормально, да. Значит, я сказала, спицы 3 миллиметра, 3,5, 56 сантиметров. Я умножаю на свою плотность вязания, и у меня получается, что мне надо 106 петель. Но вот здесь вот эта шапочка, во-первых, у нее она будет сокращаться в 4 сегмента, да, вот они как бы 4, здесь так вот видно, вот 4 сегмента, да, идет. Значит, первое количество петель должно делиться на 4. Второе, после того, как мы свяжем резинку, вот здесь резинка 1 на 1, мы будем переходить на вязание резинки 2 на 1. Значит, количество петель должно делиться также на 3, чтобы у нас получилось ровно, да. Значит, из школьной программы, если должно делиться и на 3, и на 4, мы эти цифры перемножаем, получается 12. Значит, наше количество петель должно делиться на 12. И ближайшее число к моему, вот к 106, это 108. Значит, я буду набирать 108 петель итальянским способом плюс 2 кромочные. Почему кромочные? Потому что вот этот участочек, где мы будем вводить цветной, вот эти полоски, я буду вязать поворотным вязанием. Не по кругу, а мы будем разворачиваться. Потому что вот видите, как здесь с другой стороны, вот мы будем вводить этот цвет. И если по кругу
вы запутаете. Есть, конечно, способ, чтобы вязать и по кругу, но проще всего вот связать поворотным вязанием. Вот я его связала поворотным вязанием. Потом вот этот кусочек я сшила и перешла на круговое вязание. Вот этот шов, его в принципе сзади почти не видно. А вязать поворотным вязанием вот эту часть во много раз проще, чем если будем вязать по кругу. Поэтому, значит, сейчас что мы делаем? Мы набираем петли. Вы рассчитаете свое количество петель. Я рассчитала свое. Значит, у меня это 108 плюс 2. И начнем набирать петли. Для этого я возьму более тонкие спицы сначала. Это у меня 3 миллиметра. И наберу, значит, как я сказала, 110 петель. Беру я свою ниточку. Как я сказала, я буду вязать в 2 слоя. Значит, вот я и беру 2 слоя. И что мы делаем? Значит, если мне надо набрать 110 петель, то как минимум я должна вот здесь вот отмерить метр. 110 петель, даже метр 10. Вот я сейчас его отмерю, чтобы нас хватило этого кончика. Так, отмерю, значит, у меня это вот он, метр 10. И еще сантиметров 40 как минимум, да, ну еще где-то половину. Ну вот я беру хвостик 1,5 метра. Я думаю, что мне это хватит для набора петель. И как мы делаем? Набираем итальянским способом. Значит, вот я беру, нитка идет, кончик на большом пальце, а от клубка на указательный. И я ввожу свою спицу вот так вот, поворачиваю. Вот у меня одна петля готова. От большого пальца 2 петля, от указательного 3, от большого 4, от указательного 5. Итак, мы с вами набираем 109 петель, а последнюю 110-ю, или последнюю, у вас не знаю какой это будет номер, вы наберете вот просто обыкновенным способом, вот так вот, да, чтобы закрепить и чтобы наши петельки не соскальзывали. Значит, сейчас мы набираем необходимое количество петель. У меня это 110, и потом мы встретимся. Вот я набрала свои 110 петель, и теперь мы начинаем вязать. Вот смотрите, первая петля у меня, вот то, что я набрала самым обычным способом, чтобы закрепить, да, вот я ее просто сейчас пересниму, она у меня будет кромочной. Дальше. Так, теперь мы смотрим. Первая очень похожа, такая как лицевая, видите, как такой, как бы накид. Вот мы ее провязываем. Лицевой. Следующая у нас петля изнаночная. Мы ее снимаем, нитка перед работой. Следующая опять лицевая, вяжем лицевой. Изнаночную снимаем, нитка перед работой. Лицевая, лицевой. Изнаночная снимаем. Лицевая, лицевой. Изнаночная снимаем. Итак, мы с вами вяжем до конца ряда. И последнюю петельку мы делаем тоже кромочной, да? Сейчас провязываем, вот, изнаночную мы снимаем, а лицевые мы провязываем. Изнаночные снимаем, лицевые провязываем. Давайте этот ряд мы до конца провяжем. Это у нас будет ряд, первый ряд полой резинки. Ну вот смотрите, первый ряд я провязала, и теперь мы провяжем еще один ряд тоже полой резинкой. Для этого мы кромочную снимаем, и опять мы лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нитка перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем. И так мы вяжем еще один ряд полой резинки. Вот я закончила второй ряд полой резинкой, и теперь мы еще провяжем с вами один ряд. Вот перед тем, как мы перейдем на вывязывание наших полосочек, мы еще провяжем один ряд
просто резинка 1 на 1, да? Для этого мы возьмем другие спицы уже. Будем переходить на более толстые спицы. У меня это 3,5 миллиметра. Вот я беру другую пару спиц и вяжу еще один ряд просто резинкой 1 на 1. Уже не полая резинка, а обыкновенная резинка. Вот сейчас мы провязываем с вами третий ряд. Так, я провязала наш еще один ряд простой резинкой 1 на 1. И теперь вот это в следующем ряду мы будем вводить дополнительный цвет, чтобы вязать вот эти полоски. И, значит, попробую вам немножко объяснить, может. Вот смотрите, если бы мы вязали все, как бы вот как начали вязать, у нас вот эти полоски получаются по лицу, чтобы отворот был. И вот это все ушло внутрь. Нам надо будет вязать начало полоски как бы от середины, начинать их влево. И когда мы потом перевернем наше вязание, они у нас окажутся справа. Вот. Я это все проверила. Может, я немножко не совсем понятно объяснила, но вы поверьте, я уже вязала эту шапку, и поэтому так надо делать. Да? Значит, сейчас вы вешаете маркер ровно посередине. Вот я отметила свою середину. И у них полоски на шапке в оригинале, да, вот, скажем, вот это вот середина шапки переда, и они начинаются немножко дальше от середины. При желании можете начинать ровно от середины, как вы хотите. Я сделаю так же, как и у них, значит, условно середина вот здесь. Значит, вот первую полосу, это у меня 3 и 7, 10 петель, мы начнем вязать от середины. Значит, вот от серединки я еще повешу маркер 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель я повешу, да? Но давайте будем смотреть. Значит, серая петля у меня начинается лицевая, изнаночная, лицевая. Здесь вот была серая, а белая начинается с изнаночной. Вот как раз вот этот 7 петель у нас будут белая нитка. Значит, от розового мы еще 3 петли, как бы у нас это серенькая, поэтому мы можем этот розовый маркер перевесить на 3 петли. И мы начнем вот эти первые 7 петель в сторону от серединки, мы начнем вязать, будем вводить новый цвет, белый. У меня этот, он белый, но он такой вот, у меня есть один клубочек, вот он, такая ниточка, я решила его использовать, потому что он один клубок у меня ни туда, ни сюда, вот на шапке его можно использовать. Итак, что мы с вами сейчас делаем? Вы тоже повесили маркеры, да? И мы теперь вяжем с вами первый ряд до розового маркера. И там мы будем вводить цвет. Я уже покажу, как мы будем дальше делать. Да? Давайте вот сейчас свяжем вот этот ряд до розового маркера. Все, я довязала до розового маркера. Я его уберу, он сейчас не нужен. И будем вводить другой цвет. Значит, наши полоски состоят из 7 петель. Значит, первая петля идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая и изнаночная. Вот мы провязали первую полоску. Маркер тоже можно убрать. Следующие 3 петельки мы будем вязать основным цветом. Вот я подхватываю сзади основной цвет, подтягиваю, и здесь не очень затягивайте вот эту нитку, чтобы не было стянуто наше вязание, и мы вяжем лицевой петлей. Вот так, видите, я как бы лицевую вот провязываю, и здесь вот захватываю, придерживаю, чтобы нитка не тянулась дальше. Дальше у нас изнаночная, лицевая. Вот мы провязали 3 петельки между. Теперь опять мы берем белую нитку, вот как бы коричневую мы опустили, а белую сверху. И вяжем опять 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 петель. Это у нас вторая полоска. Опять белую мы убрали, а коричневую вот сзади как бы сверху белый.
белая ушла вниз, а коричневая идет сверху. 5. Не натягиваю вот здесь заднюю нитку, не стягивая. 5 вяжем лицевую первую и придерживаю ее теперь. Вяжу изнаночная, лицевая. Еще нам в следующий раз опять беленькая. Мы берем белую ниточку, опять ее сверху. Коричневая уходит вниз, а белая идет сверху. Вяжем 5-7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это у нас 1, 2, 3 полосы. Берем 5 коричневых сзади, сверху белые накладываем и вяжем первую лицевую, провязала и как бы ее поддерживаю. Дальше изнаночная, лицевая, чтобы вот сзади вот эта ниточка у нас, видите, она лежала ровненько, чтобы она не стягивала наше вязание. Теперь у нас остался последняя белая полоска. Мы опять берем белую нитку сверху, видите, коричневая идет вниз, а белая идет сверху. Вяжем 7 петель. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот у нас 4 полосы. 1, 2, 3, 4. Дальше мы опять берем коричневую ниточку, вот ее сверху белый, и вяжем наш ряд уже до конца. Вот первую я провязала, придерживаю, и дальше можно уже вязать спокойно. И теперь мы вяжем наш ряд уже коричневой ниткой до конца. Вот из моего личного опыта, чтобы вас не путалось никогда вот эти нитки, да, вот это, мы провяжем сейчас сантиметров 8-9 вот этот наш отворот, и чтобы вот эти ниточки у нас, видите, вот белая с коричневой, после каждого ряда я их распутываю, да, опять привожу в порядок, и следующий ряд будем вязать уже нормально. Вот сейчас я довяжу ряд, распутаю их, и мы встретимся с вами и будем вязать изнаночный ряд. Развернемся и будем вязать уже назад. Ну вот, смотрите, я довязала второй ряд, то есть первый ряд я закончила, начала второй ряд вязать с изнанки. Вот я довязала до того места, где нам нужно будет опять вязать эти цветные полосочки. Вот видите, коричневая нитка я закончила вязать. Вот так вот было. Я закончила вязать коричневой ниточкой. Перевожу ее сюда, на сторону, где мы вяжем. Вот у меня коричневая и вот белая нитка. И вот эту белую надо завести за коричневую, вот здесь, где в самом начале, да, чтобы немножко вот скрепить вот этот наш, где цвета меняются. И теперь я беру белую нитку и вывожу ее на ту сторону, где мы будем с вами вязать. И продолжаем вязать. Смотрим, белая нитка у меня лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. Вот мы связали ряд белыми нитками. Теперь беру вот эту белую ниточку, опять вывожу ее сюда, коричневую нитку поверх белой. Вот белая остается внизу, коричневый поверх белой. И вяжу теперь коричневой ниточкой. Значит, здесь у меня изнаночная, лицевая, изнаночная. И здесь важно следить, чтобы вот эта вот нитка, когда вы переносите через 7 петель, чтобы она не натягивала вас, да, чтобы было свободно лежало. Теперь дальше опять коричневую перевожу сюда, беру белую поверх коричневой. Видите, коричневый остается внизу. Перевожу нитку сюда, чтобы можно было ей работать, и вяжем белой ниточкой. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Опять белую перевожу ссюда, коричневую поверх белой и вводим ее в работу. И здесь, чтобы у нас не натягивалось. Значит, у нас изнаночная, лицевая, изнаночная. Опять коричневую перевожу,
беру белую поверх коричневой. Видите, коричневая внизу осталась. И продолжаю вязать белой ниточкой. Так, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Опять белую завожу сюда, беру нашу коричневую поверх белой и продолжаю вязать коричневой. И здесь, чтобы у нас эта коричневая нитка не натягивала наше вязание. Значит, вот так, посвободнее первую петлю. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Опять коричневую заводим сюда. Беру белую поверх коричневой. И провязываю теперь белой полоску. 3, 4, 5, 6, 7. 5. Сюда заводим белую, берем коричневую и вяжем коричневой ниткой этот второй ряд уже до конца. Провязываем второй ряд до конца, разворачиваемся, вяжем коричневой ниткой опять до того, как мы будем провязывать белую. Я покажу еще раз, как мы здесь соединяем. Ну вот, я довязала третий ряд коричневыми. И теперь подошла к тому месту, где мы будем вязать белой ниточкой. И вот посмотрите тут сзади. Вот если мы сейчас просто начнем вязать белой, не соединяя ее с коричневой, будет здесь дырочка. Поэтому что мы делаем? Вот когда только первую полоску мы начинаем, мы берем вот эту, вот у меня белая нитка, вот коричневая, которую я закончила вязать. Мы берем белую нитку, заводим за коричневую. Вот видите, я положила ее сверху коричневой и опять ее сюда. Вот как бы обкручу вот эту белую нитку вокруг коричневой. Это только в начале ряда, то есть в начале первой полосы. И теперь мы можем продолжать вязать нашу белую полосу. Вот коричневая нитка, она уходит назад. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная. То есть изнаночная, лицевая. Так, 7 петель. Теперь опять мы берем коричневую нитку сзади, кладем ее сверху белой и начинаем вязать коричневые петельки. У нас здесь лицевая, изнаночная, лицевая. Теперь опять берем белую, сверху коричневой и вяжем белой ниткой. Дальше уже все легко, да, мы все время будем класть сзади ту нитку, которую мы будем работать, сверху той, которую только что провязали. А в начале ряда мы должны вот как бы их обкручивать, чтобы у нас не было здесь тоже, если мы с изнанки начинаем вязать с этой стороны, мы тоже ее обкручиваем, да, и у нас тогда вот такие вот получится, видите, вот по краям. Вот у нас видно, что вот белая ниточка обкручивается серой, и с другой стороны то же самое, да, вот она. Видно. Посерединке этого нет. Посерединке мы просто протяжки делаем. Значит, сейчас мы продолжаем вязать наше вязание, нашу шапочку. Вот это мы сейчас вяжем с вами отворот. Отворот. И будем вязать его на высоту. Вот 9 сантиметров. Вот сейчас мы вяжем просто вот эту полосу 9 сантиметров. Когда мы это с вами свяжем, мы опять встретимся. Ну, вот я связала свой вот этот отворот. Я вам сказала 9 сантиметров, но я связала 8. Вот я во второй шапке решила чуть покороче его сделать, да. Вы как хотите, вы можете 9 связать, да. Это на ваше усмотрение. Значит, что мы делаем дальше? Теперь белую ниточку
Мы уже все, больше она нам не нужна. Мы сейчас ее с вами обрежем. И потом, когда уже шапку закончится, мы ее заправим. Сейчас мы будем продолжать вязать нашу шапку. И сейчас мы в этом ряду мы соединим уже наше вязание в круг. Значит, что мы для этого делаем? Мы для этого вяжем для начала весь первый ряд просто резинкой 1 на 1, да? Вот мы начинаем от начала, и я вяжу этот просто ряд до конца резинкой 1 на 1. И вот когда мы сейчас это с вами свяжем, я свяжу, мы опять с вами встретимся и будем продолжать. Вот я довязала первый ряд, и теперь мы сейчас с вами последняя петля у меня лицевая, потом изнаночная и кромочная. Вот теперь вот эту изнаночную мы вместе с кромочной провяжем изнаночной петлей. То есть мы с этой стороны уберем кромочную. И теперь мы будем соединять наше вязание в круг. Способом Magic Loop, да, вот мы протаскиваем нашу спицу в начало ряда, теперь подтягиваем вот эту вот ниточку, которую мы только что закончили вязание, вот так вот, видите, мы их складываем. Так, я тут складываю, и здесь у нас тоже с вами кромочная и лицевая. И вот эту лицевую теперь с кромочной мы тоже провяжем вместе, 2 петли вместе, одной лицевой. И мы наши кромочные петли все полностью у нас они сократятся. И продолжим вязать еще один ряд резинкой 1 на 1 до вот начала ряда, где мы вот сейчас соединили, да, наши две части. То есть мы соединили наше вязание сейчас в круг и вяжем второй ряд резинкой 1 на 1. Еще имейте в виду, да, вот я сказала, что отворот я немножко покороче решила сделать, да, но вы имеете в виду, что сейчас эти два ряда еще мы провяжем резинкой 1 на 1, за счет этого отворот тоже немножко увеличится, да, поэтому как бы имейте это в виду. Сейчас я довяжу второй ряд до конца и потом покажу, что мы будем делать дальше. Вот я довязала второй ряд нашей резинкой 1 на 1. От начала ряда у меня маркер. И теперь последний, третий ряд, как бы переходный между отворотом и наше тело шапочки. Мы сейчас провяжем еще один ряд, все петли изнаночные. Да, независимо, какие они у нас по рисунку, просто мы провяжем все петли изнаночные. Это у нас сейчас будет с вами третий ряд. Вот этот третий ряд, вот посмотрите, вот если на этой шапочке, вот я тоже так вот вязала, вот видите, отворот связала 2 ряда еще серенькой просто, и потом вот этот третий ряд, вот все петли изнаночные, это наш ряд, где будет сгибаться наш отворот. Значит, мы сейчас довязываем с вами еще третий ряд, и потом уже перейдем к вязанию тела шапочки основной, да? Значит, сейчас я довяжу и уже расскажу последний этап, и мы потом будем смело вязать дальше. И вот смотрите, теперь я постараюсь объяснить, чтобы было понятно, да? Вот мы связали наши 3 ряда, и теперь, если мы будем продолжать вот так же вязать, как мы сейчас вот вяжем в этом направлении, то когда мы отвернем наш отворот, то у нас вот эти нитки получатся на лице, да? Поэтому нам надо сейчас развернуться. Вот сейчас я развернусь, и мы начнем с вами вязать в другую сторону. Уже начнем вот так вот по кругу, и тогда вот этот отворот вывернется сюда. Вот смотрите, мы вот так вот все это вывернем и начнем вязать теперь вот в эту сторону. И когда отворот у нас будет, мы закончим шапку и отвернем, вот это будет на лице. Видите? Значит, что мы для этого делаем? Вот я развернулась, как я вам показала, да?
Вот. Теперь не забываем начало ряда, мы вешаем наш маркер. И мы теперь должны вязать в другую сторону. Но чтобы не было опять здесь дырки, мы сейчас сделаем вот здесь вот накид. Да, и будем продолжать вязать. Вот лицевую я провязала. И мы начнем сейчас вязать резинкой 2 на 1. Вот я сейчас буду 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная. И сейчас мы провяжем вот этот ряд. Если вы правильно набрали петлю, у вас должно количество петель делиться сейчас на 3, чтобы вот наш рисунок условно 2 1 2 1 до конца ряда так и подошел 2 1 2 1. Вот сейчас мы провяжем вот этот ряд. Да, вот видишь, я вяжу лицо, лицо, изнанка, изнанка, и так до конца ряда. Вот я подошла к концу ряда. Вот у меня осталось все правильно. 2 лицевых и изнаночную еще надо связать. Вот я провязываю 2 лицевых. А вот эту последнюю изнаночную надо провязать с накидом, который мы делали в начале ряда. Для этого я сниму сейчас маркер. И вытяну вот эту спицу, чтобы у меня вот сейчас в начале ряда на спице у меня будет последняя, я должна провязать изнаночную, я ее провяжу вместе вот с этим накидом, который был в начале ряда мы сделали. Вот я провязала, все, и опять возвращаю наше с вами начало ряда. Все, теперь мы можем вязать тело нашей шапочки, продолжать вязать на ту высоту. Значит, высота какая? Теперь у нас мы должны, вот это у нас отворот, линия перегиба, да. Вот смотрите, если на другой шапке я покажу. Вот у нас линия перегиба видно, вот она с другой стороны изнаночными мы вязали, да. И значит мы должны сейчас провязать еще раз вот такой отворот по высоте. Да? Значит, вот отсюда мы начинаем вязать от линии перегиба, вяжем вот, видите, резинкой 2 на 1. Мы вяжем так, чтобы она вот на высоту нашего отворота и плюс еще 1 сантиметр. И после этого мы только начнем формировать нашу макушечку. Значит, мы вяжем еще вот такой кусочек вот снизу. И когда это выйдет уже за наш отворот, еще сантиметр. И тогда мы с вами встретимся. Значит, мы продолжаем вязать нашу шапочку просто резинкой 2 на 1. Вот на высоту нашего отворота плюс 1 сантиметр. Так что сейчас это займет какое-то время. Но ничего, можно уже сидеть спокойно и повязать условно возле телевизора. Так что давайте будем продолжать работу, и когда мы это с вами сделаем, мы с вами встретимся. Продолжаем. Вот я связала свою шапочку уже на высоту моего отворота, даже немножко больше. Видите, вот у меня уже выглядывает. Значит, чтобы было более понятно, я отворачиваю назад, и мы будем продолжать дальше. Вот это линия моего перегиба. Здесь у меня начало ряда, да, вот с этой стороны мы начинаем. Теперь нам надо с вами проделать несколько расчетов, чтобы мы могли вязать дальше. Вот смотрите, обычно высота вот этой шапочки, ну, комфортно, да, где-то 24-25 сантиметров, значит, в готовом виде. То есть вы не учитываете отворот. Значит, вот с этого места мы должны с вами связать где-то 24-25 сантиметров, и тогда будет шапочка хорошо сидеть. Так, чтобы это делать дальше, во-первых, мы должны рассчитать нашу плотность вязания по высоте. Вот вы сейчас можете взять вот так вот сантиметр и посчитать, ну, или в 5 рядах, то есть в 5 сантиметрах, или в 10 сантиметрах, сколько у вас рядов. У меня эта плотность вязания получилась в 10 сантиметрах 30
рядов. То есть в 1 сантиметре у меня 3 ряда. Наш отворот уже 9 сантиметров. Значит, чтобы связать 24 сантиметра или 25 минус 9, это 16 еще сантиметров. Провязать 16 сантиметров. 16 сантиметров это у меня 48 рядов. Значит, я немножко сначала мне туда сказала, значит, надо считать уже от отворота. Вот, значит, мне надо провязать еще от отворота 16 сантиметров. От того места, где заканчивается мой отворот. Да? Отворот я уже связала, и с этого места еще 16 сантиметров. Вот эти 16 сантиметров у меня это 48 рядов. Вы считаете свою плотность, значит, у меня это 48 рядов. Теперь у нас шапка, значит, у меня это 108 петель. Значит, мы делим на 4 сегмента, и в каждом сегменте у меня по 27 петель. Вот видите, 27 петель. 108 я делю на 4, 27 петель. Вот вы посчитайте сами, сколько у вас в одном сегменте петель. Значит, и сократить нам надо в каждом сегменте 2/3, чтобы осталось 1/3 от этих петель. То есть от 27 остается 1/3, это 9 петель. Значит, в каждом сегменте у меня должно остаться по 9 петель. Это примерно, вы тоже посмотрите. То есть в каждом сегменте я должна сократить 27 минус 9, 18 петель я должна сократить. Так как я буду сокращать параллельно с двух сторон, то 9 раз по 2 петли. И вот эти 9 раз я должна сократить на протяжении 48 рядов. Вот посчитала. У меня осталось связать после отворота. Вот как вот отворот в готовом виде, да? Значит, с этого места мне еще надо довязать 16 сантиметров. Это 48 рядов. Значит, в 48 рядах я буду 9 раз сокращать. И сокращение я посмотрела по оригиналу, по шапке, они делают как бы равномерно сокращение. Они сначала делают несколько сокращений, там 5 у них немножко подлиннее, расстояние между, и потом еще 5 покороче. Вот я примерно рассчитала. Значит, я буду делать 1, 2, 3, 4, каждые 6 рядов. И потом 1, 2, 3, 4, 5, каждые 4 ряда. И вот у меня получится здесь 20, 1, 2, 3, 4, 6 на 4. Это 24 ряда. И 1, 2, 3, 4, 5. 5 под 4 это 20 рядов. Значит, 20 и 24 это 44. Мне надо 48 рядов. Поэтому я здесь добавлю. Первый раз я сделаю после 8 рядов. И мне получится 26. 26, 20, 46. Мне надо 48. Я думаю, этого будет достаточно и нормально. Значит, что мы сейчас делаем? Значит, первый раз я должна делать сокращение после моего отворота через 8 рядов. Вот посмотрите, я делаю свой отворот. Вот здесь у меня, вот я уже повесила зеленый маркер, где у меня кончается мой отворот. И после этого зеленого маркера я уже провязала 8 рядов. Вот как мне надо было в первый раз. Мне надо было провязать 8 рядов. Вот я их уже провязала. И сейчас я буду делать первые убавки. В каждом сегменте по 2 петли с каждой стороны. И теперь мы должны с вами определить эти сегменты. Для этого я вот подготовила уже 8 маркеров. То есть у нас будет посерединке линия в 2 лицевых, и с каждой стороны мы будем делать с вами сокращение. Так, как я сказала, мой сегмент у меня 27 петель. Значит, от сзади это серединка по спинке, да? У нас идет вот эта линия, серединка по спинке. Значит, отсюда я 27 у меня пополам не делю, значит, я в одну сторону делаю 14 петель, а в другую сделаю 13. И вот я считаю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот вам тоже надо добиться, чтобы вот это первое разделение сегмента попал между 2 лицевыми петлями. Если что-то у вас не получается, одну петлю можно перейти, и тогда с этой стороны будете считать уже количество петель в вашем сегменте.
Вот у меня первый сегмент я отмечаю. Вот он здесь. Значит, здесь у меня 14 петель. И в эту сторону 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот мои 27 петель. Значит, тоже здесь между двумя лицевыми. Это первый сегмент. Теперь дальше я разворачиваю еще опять 27 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Вот опять между двумя лицевыми петлями. Ваше количество петель должно делиться на 3. Это мы в самом начале обсуждали, и поэтому, вот видите, получается как раз 27 петель делится на 3. Это у меня 9 раз по 3 петли. Теперь дальше. Еще один сегмент мы должны считать. Можно отсюда считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Вот опять между двумя лицевыми петлями. И последний, это просто для проверки. Здесь тоже должно быть 27 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 23, 24, 25, 26, 27. Все, мои петли ровно поделены на 4 сегмента. Но я вам не зря сказала, что мне надо 8 маркеров, потому что между сегментами мы будем оставлять нашу полосу в 2 лицевых петли. Поэтому вот сейчас вот этот маркер я здесь передвину на одну и одену с другой стороны второй маркер. Вот у меня выделена полоса 2 лицевых петли. И также здесь дальше я буду делать. Вот там, где у меня посерединке, я сдвину здесь в одну сторону, а с другой стороны одену другой маркер. Вот еще одна полоска у меня посерединке 2 лицевых. Также здесь я сюда передвигаю, беру еще один маркер, выделяю вот эти 2 лицевых петли. И последний у меня остался. Тоже вот она посерединке между двумя лицевыми. Я маркер передвигаю вправо на одну петельку. И беру еще один маркер и одеваю через 2 петли. И вот у меня получилось 4 сегмента, выделены вот эти по 2 лицевых петли. И сейчас мы начнем с вами вязать. Вот у меня здесь начало ряда. Начало ряда у меня розовый маркер. И я вам сказала, что после того, как у меня закончился отворот, я уже первые 8 рядов провязала. Значит, вот эти первые 8 рядов я провязала. И сейчас я буду делать сокращения. Покажу вам, как эти сокращения надо делать. Да? Значит, мы продолжаем вязать пока резинкой 2 на 1. Подойдем к маркерам. И вот смотрите, перед маркером у меня есть изнаночная петля. И вот эту изнаночная петля всегда вяжется с предыдущей. И вот за счет этого идет сокращение. Вот изнаночная петля всегда будет оставаться. Значит, я вяжу лицевую, и вот эти 2 петли я провязываю вместе изнаночной. Но так как мне надо справа, чтобы наклон был вот справа от 2 маркеров, и наклон тоже был вправо. Вот справа я буду вязать вот эти 2 петли изнаночной бабушкиным способом. Вот я их провязала. Потом я перевешиваю маркеры, в середине провязываю 2 лицевые петли, перевешу маркер, и теперь опять вот изнаночная и следующая лицевая. Мы здесь провяжем просто 2 вместе изнаночной петлей и вяжем дальше до
следующего маркера. Сейчас мы довяжем до маркеров, не доходя 2 петли. Вот у нас осталось до маркера 2 петли. Опять изнаночная вяжется вместе с лицевой. Но так как мы хотим как бы наклон вправо, мы вот эти 2 петельки провязываем изнаночной, но бабушкиным способом. А после маркеров изнаночную вместе, но обыкновенным способом. Вот мы провязали 2 вместе. И опять мы дальше вяжем до следующих маркеров. То есть вот в каждом сегменте перед и после маркеров мы должны сократить по 1 петле. Так, вот я провязала половину ряда. Значит, то же самое мы сделаем во второй половине ряда. Значит, перед маркером изнаночная с лицевой бабушкиным способом. После маркеров изнаночная с лицевой обыкновенная. И последний раз здесь то же самое сделаем. И придем к нашему началу ряда. И вот мы свяжем вот этот первый 8 рядов мы провязали, сократили. Теперь мы должны вязать следующие 6 рядов. Мы провяжем 5, и в 6-м мы будем это делать, да? Значит, здесь тоже у меня получилось 7, и в 8-м я это делала, я неправильно вам сказала, да? 7 и в 8-м. Сейчас я провяжу опять 5, и в 6-м я буду опять делать сокращение. И чтобы вам было проще, вот можно сейчас вот начинать 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вы будете ряд провязали, зачеркнули, второй провязали, зачеркнули, 3, 4, 5, а в 6-м вы пишете минус 2 петли и опять зачеркнете. Потом опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, минус 2. У нас 1, 2, 4, значит, еще один раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и еще минус 2. Значит, вот сейчас вы должны сами проделать. Ну, во-первых, закончите вот этот первый ряд. Потом провяжете свои расчетные. У меня это 5 рядов. В 6-м я опять сокращу. Следующий опять 5 в 6-м еще раз сокращу. И еще раз 5. И в 6-м опять сокращу. И вот это мы проделаем. Вот эти 1, 2, 3, 4. И потом будет почаще. Ну, давайте для начала вот эту часть мы провяжем. И каждый раз, когда вы подходите к тому месту, когда вам надо делать сокращение, вот эту изнаночную петлю перед маркером и после маркера вы провязываете с предыдущей петлей или с последующей петлей. И все время это делаете изнаночной петлей, да, изнаночной. Вот изнаночная с лицевой, потом опять будет изнаночная лицевой, потом будет изнаночная с изнаночной, да. Все время вы сокращение провязываете изнаночной петлей. Давайте вот сейчас мы вот эти 20 еще у меня 18 рядов я провяжу, сделаю еще по 2, 1, 2, 3 раза сокращу по 2 петли в каждом сегменте, и мы с вами встретимся. Вот свои первые 4 сокращения я сделала, то есть в каждом сегменте я сократила по 8 петель, 4 раза по одной с каждой стороны. Вот такая у меня вот получается уже, как бы видно, да. Вот, скажем, как на этой шапке, которая уже готова. Здесь тоже вот видно 1 сокращение, 2, 3, 4, такие более длинные отрезки. И сейчас мы будем делать вот эту часть сокращения. Здесь отрезки более короткие, уже меньше количество рядов, да. Значит, я рассчитала, что у меня это теперь я буду делать. Значит, теперь я буду делать. Вот я сделала сначала через 8 рядов, потом 3 раза через 6 рядов. А теперь мне надо сделать 1, 2, 3, 4, 5 раз через каждом 4-м ряду. Значит, вот это я закончила. Я провязала еще 6 рядов, по 2 петельки сократила. Сейчас я буду вязать, значит, вот эту часть. Я провяжу 3 ряда, в 4-м 2 закончу. И вот этот все я сделаю. То есть мне еще надо будет связать 20 рядов. Не знаю, как вы все рассчитали, вот как бы у меня получается так. Сейчас я буду продолжать вязать.
Буду дальше сокращать петли, и когда я провяжу вот эти 20 рядов, мы с вами опять встретимся. Ну вот смотрите, я связала все свои ряды. Вот что у меня получилось. Некоторым может показаться, что очень как бы резкий такой, ну, не очень острый получилась макушечка, да. Но вот за счет вот этого количества рядов, которые вы делаете, вот мы провязываем, да, вы можете начинать их спуски попозже, но делать более резко. И тогда у вас будет более такая закругленная макушечка, да. Значит, это как вы хотите. Вот я как бы вот так у меня получилось, я так и сделала, да. Но она еще постирается, да. Вот. И я думаю, что более расправится, и будет видно вот эта красивая макушечка. Ну, еще раз повторю, это на ваше усмотрение. Вы можете делать чуть-чуть попозже, начинать спуск и делать не каждые, условно, 6 рядов, а делать с самого начала каждые 4 ряда. И будет она такая более резкая. Значит, что делаем мы дальше? Дальше мы все закончили. Вязать я закончила. Я сейчас могу обрезать вот эти свои коричневые ниточки. Я их обрезаю. Берем иголочку. Вставляем вот эти ниточки в иголочку. И переснимаем все петли на нитку с иголкой. Начинаем с той петли, которую мы последнюю провязали, чтобы не потянуть нитку и не начал распускаться. Вот я отсюда начинаю. И вот переснимаем все наши петли, которые у нас получились после сокращения. Аккуратненько здесь, спешить не надо, ровненько все переснимаем. Так, половину мы пересняли, протягиваем. Теперь вытаскиваем вторую спицу и то же самое делаем второй половинкой. У меня только нитка ушла из иголочки. Так, и продолжаю. Значит, то же самое переснимаю со второй спицы. Ушло у меня на эту шапочку, у меня было 2 моточка по 50 грамм, я вам говорила в начале, и у меня хватило этих 2 моточков. Так что можно считать, что у меня ушло 100 грамм. Вот посмотрите, что у меня осталось от каждого моточка, еще понемножку, да, так что на эту шапочку ушло меньше 100 грамм. Теперь что мы делаем? Мы, значит, закрепляем нашу макушечку, мы ее аккуратненько вот, посмотрите, мы ее вот так вот стягиваем. Еще раз я протяну иголку, проведу во все петельки. Еще раз по кругу, чтобы они у нас хорошо так стянулась наша макушечка. Ну вот, посмотрите, какая она довольно симпатично получилась, да? Вот так вот мы все это сделали. Значит, теперь мы эту нитку заправим в середину. То есть я выведу ее в середину с иголочки. И потом, когда мы вывернем шапку наизнаночку, мы ее просто запрячем, хорошо закрепим и запрячем. И теперь нам осталось с вами сделать еще вот этот вот шов, который я вам говорила. Он несложный, сейчас мы это все с вами сделаем. Вот опять вот у меня остался кончик, я им же и сейчас сошьем вот эту часть отворота. Значит, сшивать мы будем с вами по лицу, то есть я буду сшивать по лицу. Если вам понравится, вы сделаете точно так же. Вот я вставила нитку в иголку, вот мой отворот, вот это лицо у него, да. Значит, лицо. И теперь что я делаю? Я ищу здесь вот первую, ну, условно первую, да. Вот так я стянула. И теперь мы смотрим. Вот у меня кромочные нитки, вот они, косички вот эти, да. Вот я ищу первую косичку, между ней такая перемычка. И
туда нитку ввожу. Теперь с другой стороны еще тоже вот эту вот перемычку. И туда. И дальше опять перемычку. И здесь. Вы можете сшивать, если вам удобно, с изнанки, да? Но вот мне как-то вот по лицу я уже наловчилась, и я все время делаю это по лицу. Так. Значит, вот следующая косичка. Ввожу. Еще здесь вот она у меня. Итак, мы сшиваем наш шов до конца. Ну вот смотрите, все, что у меня получилось, это я засунула клубочек в середину, чтобы немножко видеть, как расправляется шапочка, да. Значит, остается ее нам сейчас постирать, заправить вот эти все белые ниточки, еще здесь у меня их тоже сейчас запрячу. И на самом деле, вот я уже померила эту шапочку, да. Если вы хотите, чтобы она плотно сидела у вас по головке, вы делаете побольше отворот. Если чтобы хотите, чтобы макушечка немножко как бы выходила, можно поменьше делать отворот. И это позволяет наше вязание, потому что у нас здесь везде все время, видите, если поменьше отворот сделаете, она у вас будет повыше шапочка, и макушечка будет как бы вот торчать. Поэтому вариантов много. Немножко она смотрится сейчас так сжата, но ее надо постирать, естественно, да. Ну вот это все, что я хотела вам сказать. Если вам показать сегодня, да, понравилась моя шапочка, пожалуйста, вяжите со мной. Ну, если не понравилось, значит, надо искать что-то другое. А на сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.